Приветствую вас, друзья! Несколько дней назад Германия поставила Украине первые 3 из запланированных 50 зенитных самоходных установок «Гепард», обучение в применении которых наши воины уже прошли в Германии. ЗСУ «Гепард» — это далеко не новое оружие. Она была принята на вооружение в 1976 году и до наших дней несколько раз модернизировалась. Всего было выпущено почти 600 единиц. Установка размещается на шасси танка «Леопард-1», но с более тонкой броней. Из вооружения на «Гепард» установлены 2 35 мм пушки и 1 7,62 мм пулемет МГ-3. Каждая пушка имеет скорострельность 550 выстрелов в минуту и боезапас 320 снарядов. Поиск и наведение на цель осуществляется с помощью 2 РЛС. При этом дальность обнаружения цели в зависимости от модификации составляет 15-18 километров, а дальность стрельбы составляет до 5 километров по целям на высоте до 3,5 километров. Установка оснащена очень эффективной системой управления огнем на базе процессора Motorola, а также бортовой навигационной системой. ЗСУ «Гепард» предназначена для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов противника, а также крылатых ракет, летящих на предельно низкой высоте на скорости до 1500 км в час. Но кроме этого, она также может уничтожать и наземные легкобронированные цели, а также танки противника. Для этого имеются специальные бронебойные боеприпасы. В экипаж установки входят 3 человека: командир, наводчик и водитель. Масса установки 47 тонн. Запас хода 550 километров, а максимальная скорость 65 километров в час. Установка имеет 2 двигателя. Основной мощностью 830 лошадиных сил с расходом топлива 150 литров на 100 километров и дополнительный с расходом топлива 20 литров в час. Он предназначен для работы генератора, обеспечивающего питание 2 управляющих башней электродвигателей, которая может с их помощью вращаться на 360 градусов. Установка по-прежнему стоит на вооружении Румынии, Бразилии и Иордании, а теперь уже и вооруженных сил Украины. По своей эффективности ее можно сравнить с советской ЗСУ «Тунгуска», которая была принята на вооружение в 1982 году и по компоновке напоминает немецкий «Гепард». Всего Украина должна получить 50 ЗСУ «Гепард», производство боеприпасов к которым уже налажено в Норвегии. И несмотря на древность этих установок, мы все равно за них благодарны, потому что любое оружие, которым можно уничтожать оккупантов, для нас имеет значение. Чем больше оружия нам поставят союзники, тем больше хороших орков поедут домой в пакетах.